Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я подробно расскажу, как приготовить заварной шоколадный крем. Он готовится очень просто, быстро, отлично подходит для прослойки и украшения торта, а также для наполнения эклеров и трубочек. В сотейнике с толстым дном соединяем 150 граммов сахара и 40 граммов кукурузного крахмала. Для десертов я всегда использую именно кукурузный крахмал, так как он не имеет никакого запаха и вкуса. Если нету крахмала, его можно заменить на такое же количество муки. Немного перемешиваем, добавляем одно яйцо и перетираем до однородного состояния, чтобы не было комочков. Затем вливаем 500 мл молока, еще раз перемешиваем. Ставим на огонь и постоянно помешивая, завариваем крем. Как только крем на донышке уже начнет густеть, уменьшаем огонь и непрерывно помешивая, ждем, когда крем начнет закипать. У меня крем уже заметно загустел, пошли первые пузырьки. Продолжая помешивать, увариваю его еще около минуты, чтобы крахмал хорошо проварился. И затем снимаю с огня. Получается вот такая гладкая и однородная масса. Пока она еще горячая, берем 85 граммов горького шоколада, ломаем на маленькие кусочки, добавляем в крем и хорошо перемешиваем, пока шоколад полностью не растает. Я использую шоколад 56% какао. Вы можете брать от 50 до 60%. Уже на данном этапе получается очень вкусный шоколадный пудинг с насыщенным шоколадным вкусом. Пока масса еще теплая, ее можно переложить в красивые креманки, поставить в холодильник на стабилизацию, а затем подать как отдельный десерт. Также заварную основу можно использовать для наполнения различных пирожных или кексов. Но если готовите крем для торта, то накрываем ее пищевой пленкой и даем остыть до комнатной температуры. После того, как заварная основа полностью остыла, берем 200 граммов сливочного масла. Его необходимо заранее достать из холодильника, чтобы оно согрелось до комнатной температуры. Взбиваем миксером примерно 3-4 минуты до пышного состояния. Оно должно посветлеть и стать более воздушным. Если хотите сделать крем более нежным, тогда сливочное масло можно заменить на такое же количество жирных сливок. Здесь, как и в классическом заварном креме, очень важна одинаковая комнатная температура заварной основы и сливочного масла. Если один ингредиент будет холоднее другого, то крем может расслоиться и стать жидким. Постепенно по 1-2 столовые ложки начинаем добавлять заварную основу в масло и перемешиваем миксером до однородного состояния. Как только вмешалась одна часть, сразу же добавляем следующую. Слишком долго ни в коем случае взбивать не нужно, иначе крем может расслоиться и исправить его будет уже очень сложно. После того, как добавила последнюю часть заварной основы, я немного перемешиваю миксером, буквально секунд 30, и домешиваю уже лопаткой, чтобы его не перевзбить. После того, как шоколадная основа полностью вмешалась, крем готов. Он получается стабильным, не течет и хорошо держит форму. Можно его поставить на некоторое время в холодильник, чтобы он стал еще более плотным. Шоколадный крем получается очень воздушный, с насыщенным шоколадным вкусом и ароматом. Мне напоминает подтаявшее шоколадное мороженое. Из него можно делать узоры для украшения и использовать для сборки торта. Коржи он особо не пропитывает, так как в составе есть масло, поэтому для бисквитных тортов я рекомендую делать дополнительную пропитку. А при желании такой крем можно ароматизировать. Это простой и очень вкусный рецепт шоколадной заварной основы и крема на ее базе, поэтому сохраняйте,
делитесь с друзьями и буду рада, если напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!